Друзья, мы приехали в Goldfield Town, так что это моя новая тачка. Познакомьтесь с этим Фордом. Смотрите, какая красота на улице, ребята. Ребятки, будем открывать палатку, потому что немножко начался дубак. Ну, не такой дубак, но аризонский дубак, ребята. Ребят, привет всем! Я загрузил джип. Сейчас я возле школы. Поехал за Адисон забирать у школы. Сейчас 4 часа и 8 минут после обеда. Пятница, 8 декабря. Загрузил я джип. Но мы только поедем в горы на 2 дня, так что я много вещей с собой не беру. И сейчас забираю Адисон с школы. И я ей куплю, наверное, что-то покушать. На прошлой неделе у меня были проблемы с джипом, у меня просто капало масло, я не знал вообще, откуда это масло капало. Я поехал к своему механику, он мне поменял этот PCV valve, не знаю, как это по-русски. Вот так она выглядит, это вся PCV valve. И он сказал, что там тоже вот эти сальники, тоже они как это, уже вытерлись, выносились за 6 лет. Так что починили нам джип. Мы уже будем в пути через 5 минут. Жду Адисон, пока она покушает и соберет вещи. Ребята, наконец-то мы приехали в Apache Junction. И мы сейчас направляемся в кемпинг-граунд. Кемпинг-граунд должен быть несколько минут отсюда. Вот так выглядит Apache Junction. Это такой исторический монумент здесь стоит посередине пустыни. С этой стороны, я думаю, что в 2018 году или в 2017 году здесь был очень большой пожар. Как вы видите, все эти кактусы сагуару, они все сгорели. Тут все горело, все горело. Даже видно, все высохло. Так что, ребята, мы очень голодные, Адисон даже ничего не ела. Поехали мы сейчас на campground. Okay, so it's gonna be the last Dutchman. Забронировали место на campground. Потерянный голландец, last Dutchman. Так что мы идем сюда. Благодарение Garmin GPS он нас доставит на место. Так, ребята, подъезжаем. Наверное, сейчас рейнджер проверит нашу бронировку, наш билет. How are you doing, sir? Good. You just want to do some hiking? No, I booked a camping spot here. Oh, booked a camping spot. 67, yes, sir. Okay, LDM Rustic 67. I'll be right back. Okay. What's your first name? What date is? That's right. 67. We're leaving tomorrow in the morning anyway. Okay. All right. Put that on your rear view mirror. And you guys know where you're going? I guess we'll find out. Okay, there's a map for you. It's not my first rodeo. Yeah, let me tell you how to get to the campgrounds. As soon as you come around this corner here, you're gonna take a right. Okay. And it'll go down that road. It'll be down there. Awesome, thank you. That map's pretty good. It'll tell you. Did you see the deer? Yeah. Oh, are they up there? Yeah, they're right here. And all 5 of them are drinking at the same time. I didn't get a picture, but so when you go by, just go slow and see if you can catch them, huh? Ребята, наконец-то мы приехали, мы нашли это место. Кому-то стало плохо и прилетел вертолет.
Прилетел вертолет, приехали 2 скорые помощи, пожарные. Все, наверное, кому-то стало плохо с сердцем. Короче, вот мы здесь. Остановились возле этого красивого места. Я думаю, что я запаркуюсь вот где-то здесь. Мы сейчас будем готовить, потому что Адисон не кушала. Так что я сдам назад и заеду сюда. Мы с Адисон очень любопытные люди, так что мы решили проверить, что там случилось, потому что вертолет обратно прилетел. Как будто он отвез кого-то и обратно прилетел сюда. Вот так, прилетел обратно. Люди тоже тут смотрели, ушли. Наверное, этот вертолет тут паркуется и стоит. Мы не знаем. Ну тогда зачем там скорая помощь? Потому что тут начинается тропа, и люди поднимаются аж на ту гору. Harrison, there's a hiking trail over here, and the hiking trail goes all the way up. Maybe somebody feels, I don't know, somebody had an injury or something, nobody knows. Ребята, с Новым годом! Я купил вот эти специальные украшения на маркизу. Вот так. Новый год в Аризоне. Возле кактусов. Зато у нас нету снега. Подходящее время для оффрода. Ребята, сегодня будет у нас мексиканская еда. Я сделаю Адисон такос. А у меня пост, рождественский пост, так что я только буду ее смотреть, как она кушает эту вкусную карнисаду. И буду кушать свой салат. Вот такая красота. Вот такие такос мы сделали. Это с говядиной. Адисон, try them. Сейчас Адисон попробует. Сос я забыл, лимон забыл, все забыл. Вот мы так, у меня жена мексиканизировала меня. Мы всегда мексиканскую еду делаем. Is it good? Yeah. Good. Всем бон аппетит, увидимся завтра. Мы уставшие, мы голодные. Мы сейчас покушаем, потом пойдем в палатку, будем смотреть какой-то фильм. До свидания, спокойной ночи, увидимся завтра. Вот так выглядит Суперстишн, гора суеверия. Отсюда. Какая красота. Город Голдфилд, как и многие другие бурные города и шахтерские поселки на юго-западе США, имеет красочное прошлое, наполненное мужскими мечтами и надеждами. Некоторые мечты исполнились, а некоторые так и остались пустыми надеждами. Но если вы хотите помечтать, что может быть лучше, чем место, где уже было найдено золото? Проблема с этим конкретным рудником в районе Goldfield Superstition заключается в том, что все, кто имел какую-то информацию о его месторождении, держали ее в секрете, надеясь, что именно они найдут его. Один из самых ранних рассказов о золоте принадлежит вождю индейцев Пима из долин рек Солт Ривер и Гила. Как вы увидите, его рассказ был не только о золоте, но и о предупреждении.
Он говорит о своих предках, как о древней расе, живущей в прекрасной, изобильной долине рядом с внутренним морем. Жизнь была настолько хороша, что люди стали ленивыми и избалованными. Им пришлось сделать очень мало, чтобы жить хорошо. Наступила засуха и высушила внутреннее море, долина перестала быть плодородной и цивилизация была разрушена. На месте, где сегодня находится город Гольдфилд, были пещеры. Люди этой древней расы добывали в этих местах золото, серебро и медь. Они украшали свои тела этими драгоценностями. Боги земли были очень недовольными поведением людей, и они их заковали в эту гору, заключенную в скалы и шпили суеверий. Об этом рассказывает вождь Азнешни, вождь индейцев Пима. Люди ехали в Гольдфилд-таун из разных регионов Америки. Они приехали из Месы, они приехали из Феникса, они приехали из других частей территории Аризоны, которые потеряли свой блеск. В какой-то момент население Месы и Феникса сократилось, а Гольдфилд превысил их в 3 раза. Вы видите, какое волнение витало в воздухе. К маю 1893 года Джордж Уэй и несколько жителей Месы заложили официальный сайт города. Участки были проданы, и город начал обретать форму. В Гольдфилде появилось 3 салона, мясная лавка, парикмахерская, кузница, ливрея, пансион, ресторан, ежедневный трамвай. Затем появились палаточные городки, буквально сотни из них были разбросаны по холмам вокруг города. Они служили домом для шахтеров и их семей. Палаточное здание, как его называют в большинстве случаев, состояло из деревянного пола, но каркас натягивался на холст. Боковые створки можно было сворачивать и разворачивать в зависимости от погоды в конкретный момент. Сами палатки использовались в основном для сна и укрытия личных вещей и сухих товаров. Приготовление пищи происходило на улице. Крыльцо возводилось с помощью жердей и палок пало-верди для тени. Пало-верди – это дерево, которое растет повсюду в штате Аризоне. В летнюю жару здесь было принято спать на улице под тенью. Некоторого комфорта можно было добиться, развесив листы рогожи, намочив их и молясь, чтобы подул ветерок. Задумайтесь на минутку, как долго кто-нибудь из вас или ваших знакомых мог бы прожить, живя и работая в таких условиях. Эти люди были суровые. Но сегодня я вам расскажу еще одну историю из прошлого о Джеймсе Стивенсе, человек, который прожил 12 дней под землей. Едем в Голдфилд, в городок Голдфилд. Так что, ребята, приехал один рейнджер, приехал второй рейнджер. Короче, говорю, ладно, поехали мы отсюда. Сделали ошибку, неправильно запарковались. Песочный участок только для палаток. А вот этот разъезд, который отклонение от главной дороги, там можно парковаться. Я вообще вот в этих кампграундах никогда не был. Мы когда едем куда-то, мы просто едем далеко-далеко от цивилизации. Это первый раз я так запарковался. Вот такие дела. Так что, ребята, сейчас мы пойдем, подкрепимся, возьмем кофе, возьмем что-то покушать. И мне еще надо будет остановиться в Walmart, потому что я забыл купить салфетки. Вчера у нас был прямо ужас. Я не знал, чем вытирать и мыть свою посуду. There's the ranger. He told me. What are you looking at? And this guy too. Вот этот рейнджер и вот этот мужик на коляске, который проехал, вот они оба ко мне приехали. Alison, he's like, I'm gonna go and tell him. Hey, you can't park here. I was like, the ranger said, okay. You're gonna get a ticket.
ground too. You see there's a train, but there's nobody there. 10 o'clock they open, they say. Yeah. Everything opens 10 o'clock. It's too early. But the coffee, they say that it's open. 8 minutes to go. Пойдем купим билет. Good morning. Good morning. Can I get a ticket for two for adult and a child? Alright, do you want to do the combo or just the train? What is the combo includes? Combo is the Mind Tour train ride mystery shack right here, all 3 attractions. If you wanted to do that. Not Or really. just the train. Just the train. Just the train. Yes. How? 1 adult, 1 kid. Yeah, she's 12. Okay, $20. Ребята, купили мы билет. Билет для меня, для Адисон. Сказали, чтобы ждать 20 минут, так что мы ждем на улице. Немножко дует ветер, немножко прохладно, но погода очень хорошая. Немного людей. Я думаю, что мы будем только единственные люди, которые будут кататься на этом паровозе старом. Я тут был уже 100 раз, но мне будет интересно показать вам, как выглядит этот маленький городок. We'll be talking. All right. Thank you very much. You have a great day. Скоро уже должен выйти капитан корабля или штурман, не знаю, водитель парохода, паровоза, парохода, вообще, что я говорю. Опа, мотор начал работать. Есть. Так, ребята, заходим внутрь. Я хочу сесть впереди. Раньше было столько народу здесь, что у меня не было шансов сесть впереди, прямо возле этого микрофона и слушать оператора, потому что он очень интересно рассказывает всю историю этого городка. Все, короче, завели мотор, поехали, ребята. Опа, у меня нету стабилизатора. Машина очень шатается, но прикольно ехать на этой фигне. Ребята, это прикольно, мы едем так медленно. Сзади меня видны горы суеверия, Superstition Mountains. Красота, вон люди на конях. You can hear me okay? How you doing? It's kind of a cold day today. Thank you very much for coming along. While bring your attention over here to the southeast towards the sunshine over there, that big rock that's there. That's known as the Superstition Mountain. It's the northwest end of a mountain range that is 35 miles wide, 65 miles long. This end is about 1,000 feet above sea level, and it is revered. Ребят, пока мы едем, я сейчас вам расскажу одну историю про Джеймса Стивенса. Джеймс Стивенс был шахтером, который приехал из штата Колорадо, приехал в Аризону. Он здесь работал в Мамонтовой шахте на 2-м и 3-м этаже. 4 июля это День независимости в США. Он решил в этот день поработать, пошел, спустился в шахту. Джеймс Стивенс работал на 2-м и 3-м этаже. Потом, когда он уже спустился вниз, его завалило. Шахта вся завалилась, он остался там. Послали поисковой отряд, спасатели. Они пытались его достать, пытались выкопать его, но без никаких успехов. На 12 день уже все газеты начали писать, что Джеймс Стивенс умер, что уже все потеряно.
сказали его семья уже начала заниматься похоронами, и потом уже на 12-й день, на следующую неделю, когда уже рабочие начали возобновлять работу шахты, потому что так и так надо было ее восстанавливать, один из рабочих услышал стук по трубе, и потом он начал тоже стучать по трубе, и в ответ тоже услышал стук. Он выбежал на улицу и начал кричать: «Стивенс еще жив!» И тогда они выкопали бедного Стивенса, который пробыл там 12 дней. Потом врач сказал, что его спасло, вы даже удивитесь, он кушал свечи, но не то, что свечи, которые он кушал, и его спасло, а как сказал его врач, который его лечил, где он восстанавливался потом, что когда он жевал эти свечи, его пищевая система, его организм просто работал, не то, что он получал какие-то витамины из этих свечей, но просто его организм работал, из-за этого он остался живой. Вот какая вот такая интересная история, ребята, 12 дней пробыть в этой шахте без воды, без еды, без ничего, и потом выйти живым, это просто феномен, я думаю, что в моих глазах. Ребята, я думаю, что это самая крутая тачка на паркинге, которая находится сейчас. Это вот этот джип. Не знаю, кто на этом джипе ездит. Интересно было бы познакомиться. Так, ребят, мы вышли наконец-то из этого паровоза. Сейчас гуляем по городу. Вот такой этот Goldfield Town. To take home. We won't tell anyone you acquired it by high-grading my mine. Whilst there, check out the biggest gold nugget on display in Arizona. Before you head in, give me $1, and I'll share clues to the location of my mine. Всегда, ребята, всех с Новым годом. Вот такие украшения здесь. Мы украшаем кактусов. Все, что осталось от этого маленького городка, это вот эти такие магазинчики. Люди продают всякие сувениры интересные, что ассоциируется с мексиканской традицией, с испанской традицией, с индейской традицией, с традицией ковбоев, Аризоны. Вот такие продают украшения. Люди здесь в Америке кладут на улицу вот такие кактусы, динозавры. Интересные вещи. Я думаю, что это связано с День мертвецов. How do you call it the Day of the Dead on Spanish? Dia de los Muertos. Dia de los Muertos. Пойдем посмотрим, что здесь продают. You saved up for Kool-Aid? Интересные вещи для любителей. Продают такое панчо, мексиканское сомбреро. Ребята. Разные вещи, не моего вкуса. Пошли. Люблю картины, люблю смотреть на такие галереи, особенно, которые связаны, исторически связаны, как красиво. Нарисовано. Morning.
I love this art, really beautiful. It's beautiful, isn't it? Yes. I oil paint myself. You do? Yeah. Everything in here is painted by local artists. Yeah, I can tell. Everything is like associated with Arizona. My friend that did this side of the gallery came from Germany 30 years ago to live by the mountain in the desert. Oh, really? And she spent a lot of time with the people from the Navajo Nation Oh, in yeah. northeastern Arizona. And they showed her how to mix her oils with clay from their earth. Wow. And another friend makes the frames from cactus skeletons. I never heard that. The frames. Also, those frames are made from the cactus skeletons? Yes. That's unique. I don't mind it. As long as we have a little heater back here. It should be, I should have it on my back so when I move around, it should be battery operated. Oh, yeah. So my friend Monica, boobs don't even like me. I know. And decided to mix her oils with clay from their earth for her paintings. Yep. So the breakfast is 6 in the morning and then they can eat it. What is the point with Ребят, в прошлом году, когда я здесь был, тут продают очень вкусную еду, так что зайдем в этот ресторан, покушаем, а через 50 минут начинается шоу, ган-шоу, стрельба, ковбойская стрельба. Так что мы не должны туда опоздать, мы сейчас пойдем и покушаем. Ребята, я заказал себе сэндвич с рыбой, Адисон заказала. Что ты заказала? What did you order? Chicken strips. Only chicken strips without fries? Yeah, it comes with Куриные такие жареные. Не знаю, как chicken strips, короче, она. Увидите, когда я покажу. Трудно переводить все на русский, так что это картошку, фрайс и chicken strips. Вот такая красота. Ковбойский город, друзья, 30 минут от дома, если просто охота, хочешь прийти, расслабиться и погрузиться в такую атмосферу ковбоев, вот сюда в Голдфилд надо приезжать. И у них иногда бывает тут шоу тоже. Приезжают люди, поют, живая музыка, все тут клево. И официанты очень прикольные, они одеты тоже в такое время, в ковбойское время, девчонки, очень классно, очень уютная атмосфера, охота здесь посидеть, просто отдохнуть. Так, покушали мы очень быстро, ребята, и выбежали на улицу, потому что толпа уже была на улице и ждала эти ковбойские бои, так что, ребята, ковбойские бои начинаются через 5 минут. Мы уже все готовы посмотреть стрельбу настоящих ковбоев. Out there. Alrighty, folks, are you ready to see a gunfight? Are we still asleep? I said, are you ready to see a gunfight? That's more like it. Well, to get this show going, we're gonna need to see them feet stomping and them hands a clapping.
and welcome to Goldfield. We are the Goldfield Gunfighters, and we're here to bring a little bit of the Wild West entertainment to you. Before we get started with this show, though, we gotta talk to you about some safety. Where you are at right now, you are in your safety zones. Please don't get any further out in the streets than you are right now. If we find you on the streets, a couple things will have to happen. One, we will have to stop the show. That is for your safety. The second thing is we're all gonna turn around, we're gonna shoot you. So don't get any further on the streets than you are. We are shooting real weapons with live ammunition. It is the unleaded variety, so it's gonna stay with the gunfighters, and it's gonna get pretty noisy all over the streets. So if you got those newfangled devices called hearing aid, go ahead and turn them on down a bit. If you got small children out there with you, make sure you cover them little ears. And if you decide to bring man's best friend with you today, make sure you hang on to Old Fighter, because I don't want to have to stop the show and watch him drag you down the middle street Goldfield when the shooting gets going. Now take a look around. You're in an 1893 mining town, Goldfield, Arizona. Put yourself back in that time period, sit back, and watch the Old West come alive. He's supposed to be here in about 20 minutes too. I haven't heard the train whistle or nothing, so he's gonna be here soon. Hey, do me a favor. Let me talk to this fella here. Get them boxes picked up in the back there. I'll be in a minute. Good morning, sir. How you doing today? Yes, sir. How you doing? I want one then. I didn't see it. No. I don't care about that. You got your guns on. I got signs posted all over town. We got a hanging at 2 o'clock today. We've asked all the guns to get turned into the jail. Yeah, hang it. Yes, sir. Who you hanging? You haven't heard? I mean, everyone. Well, we got all the people in town. I was there all night playing cards. I didn't hear nothing. Well, 2 weeks ago, Captain Ball sent the school teacher, and I've been ready to close it. We're hanging him. Huh. Well, why are you hanging it? He sent the school teacher. I know, but why are you hanging it? Well, that ain't funny at all. Now come on, let's get the gun turned in. I'm just coming down here to get the boys. We're going to be hanging. Is it Yeah, there's a bunch of them in there. They've been in there drinking all night, and I've been What? there playing cards. Now look, I'm serious about getting them guns turned in. I got a judge coming to town and everything. I want to get the street clear of all the firearms. You know, I ain't seen a good hanging there on a year now. We may just stick around. If we do, we'll bring the gun. Hey, I got an idea. While you're up there, I got a couple in there you can hang also. Yeah, oh no, yeah, we can get it and all that, but no, I'm serious about getting the guns turned. If you're going to be in town, just come over right next door here. All right, we'll bring them over. Appreciate it. Stick around, we'll bring them over. Thank you kindly. Hey, boys, come on down here. There he is. Hey, where you been? I tell you, I've been up there winning money. You boys been in there getting all stink face. You'd have come up with me, you'd have had some of this too. Ah, you should have been down here, dog. It was a lot of fun. You have any that? Huh? Hey, the game's still going up there. That's all good, Come too. on up. We're going to go out for breakfast. Yeah. Yeah, we're going to get some food and we can join you in a bit. All right, as soon as you get through eating, come on up. All right, come on. Save me a spot at the table. You're paying for breakfast, right? I paid for Hey, dinner. yeah, I'll pay for breakfast. What do you Never have any money anyway. You forget something? Oh, yeah. What was that? Tucson 2 weeks ago, right? That's right. Yeah. About time. Hey, you know, I'm just decent to pay my debts. All right, we'll catch you boys up there in a bit. See you around, pal. What you getting money for? Why do you look? Oh, good thing I got money for breakfast. You just gave all yours away. I was a dead I had to hold there with the poker day back Hey! Brother Jay! You stinking grayback? What's the big idea? What did you just call me? I called you a stinking grayback. I can't do nothing with this Confederate bill. Hey, hold it. Come on, old friend. You don't need to talk to me like that, all right? I want a federal note. That's still pretty good money. It ain't good for nothing. I'm gonna tell you.
want you out of town, boys. I told you last week that was something mirror you broke. I don't want to see you in town. Do you pay for it? Now go on, scoot. We're gonna get a box. Why don't you arrest him for You're gonna go. You boys do your gun then. You boys get out of town. Oh, Right don't now. you fall down. Oh, look what you did, Sheriff. Look what you did now. You got old boy. That's right, Sheriff. I was out of my town. Lord Almighty. I know exactly how you feel. When you put a hole in my bed. All for nothing. Well, I gotta get these bodies up before the judge gets here. That one's starting to blow already. Huh. Well, folks, I need your help getting these bodies up. Go on the count of three. I want you all to yell out. Are you boys dead? 1, 2, 3. Are you boys dead? Don't feel gunfire. Don't give them a hand. Ребята, надеюсь, что вам понравилось это ковбой-шоу. Так что мы продолжаем свою экскурсию по Голдфилду. И вот сейчас вы можете посмотреть, как он в настоящем выглядит. И... Ребята, сходил я в туалет, но, кстати, туалета здесь нету. Но я познакомился со моими друзьями, с ковбоями. Так что вот такой туалет здесь. Вообще прикольно. Я такой проходил, говорю, нифига себе, кто такие стоят там. Вот так все выглядит здесь. Вот эти все шахты. Ребята, это все сейчас засыпано, но тогда, в 1893 году, тут жили люди. Смотрите, это все просто так осталось. Мне нравится, что в Америке реставрируют, вот это все показывают. Интересно посмотреть. Все хорошо ухожено. Это домик тоже какой-то. Мы будем сейчас закругляться. Мы уже здесь пробыли 2 часа. What time we came here? Like 8 o'clock, 9 o'clock? No, 9:30. 9:30 мы сюда приехали, уже 12 часов, так что нам еще надо 2 часа ехать до начала континентальной, до начала этой дороги оффроуд, которую хочу вам показать. To the bone, just trying to make something out of nothing, you know. He never wanted silver, gold, or the finer things. Just a wife and kids, a home, and the American dream. Whoa, how you gonna step in line? A big windshield or a plane, not a TV screen. Don't you need the road to tell you who you really are? Find out whether or not a man could ever change his stars. Whoa, how you gonna step in line? Whoa,
gonna step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Oh, I ain't gonna step in line. Step in line. Так, ребята, приехали мы в город Глоб. Сейчас нам надо поворачивать налево в озеро Рузвельт. Но мы до озера Рузвельт не доедем. Back Discovery Road в Аризоне начинается где-то километров 5-6 отсюда. Кстати, там протекает река Salt River, соленая река называется. Но там соли нет, просто так называется. Там очень много форели. Apache Trout, Rainbow Trout, рыба-форель водится. Огромные прямо. In the morning, yeah, we did off-road all day or what? Yeah, right? Or no? Well, maybe we kind of did when it, kind of got to the deadline that we had to be. Ребята, ландшафт в Аризоне очень уникальный, потому что здесь можешь ехать. Вот когда мы начинали ехать из Меса, Аризоны, доехали до Голдфилда, там вы видели много кактусов сагуара, которые они растут только в пустыне Сонори. А сейчас мы поднимаемся, мы проехали 1,5 километра, уже этих кактусов нету. Вот все кактусы позади, сейчас уже другая растительность начинается. Очень интересно. Ребята, решил я стравить колеса. Сейчас у меня 35-36 PSI. Я, наверное, их стравлю на 17-15. Вот это специальная карта для BDR, Back Discovery Road. Черные дороги штата Аризона, есть Колорадо, Юта. И, как я сказал, вчера эти дороги сделали для байкеров. Так что сейчас я, ребята, вам покажу, где мы находимся. Вот так выглядит вся карта. Значит, если бы мы решили делать полностью этот задний Back Discovery Road, эту тропу, мы бы начинали вот здесь старт, мексиканская граница Соединенных Штатов Америки. Оно начинается вот здесь. И даже когда можете пойти на веб-сайт bdr.com, backdiscoveryroad.com, там можно GPS-файл загрузить и можно заказать себе такую карту. Прикольно для байкеров. Значит, если мы здесь бы начали, даже оно разбито на секции. Вот секция 1, секция 126 миль, где-то 200-250 километров. Значит, я живу в городе Месе. Мы от Меса поехали в Apache Junction. И здесь был Goldfield Town. Потом отсюда мы поехали сюда, через национальный парк Тонта, проехали через Superior. Эту третью секцию мы едем отсюда, начинаем
вот это по этой желтой линии. И заканчиваем возле города Пейсона. Город Пейсон где-то должен быть здесь. Подождите, я и сам запутался. А вот он, город Пейсон. Мы выходим здесь. Это называется Моголан-Рим. Очень красивый каньон. Ну, вот эту дорогу уже мы начнем на следующей неделе, следующей пятнице, потому что сегодня воскресенье, мы это закончим. Подождите, что тут вообще? Секция 3, сколько миль? 116 миль нам надо проехать. Стравили колеса на 17, передние 19-18, задние. Очень удобно ехать сейчас. Не то, что 37-36 PSI. У меня все пломбы выпали, блин, на этой дороге. Но она сейчас легкая, эта дорога. Но потом там будет резкий поворот и крутой подъем. Потом оно начнутся это такие тактические переходы. Но будет очень красиво. Подъезжаем сейчас к этому повороту. Я уже делаю этот пробег, наверное, второй раз. И каждый раз я пропускаю этот правый поворот. Так что мы сейчас проезжаем. Тут фермеры живут. У них коровы, скот просто пасется в полях здесь. Видите, ребята, эта дорога очень легкая, любой внедорожник может это пройти, а для байкеров, которые ездят везде, внедорожье, это просто обалденная дорога. Я слышал, что самые красивые дороги это Discovery Road в Вайоминге, люди говорят, и в Айдахо самые красивые дороги, самые живописные. Так что я очень хочу туда поехать, наверное, может быть, следующим летом. Я не знаю, как у меня будет все, планы с работой. Если меня отпустят, я еще хочу еще один поход, еще одну экспедицию хочу поехать в Аляску. Но я поеду по-другому, по другой дороге. Но все равно хочу поехать в Аляску. Мне так она понравилась. Мне надо было... Аляска была очень красивая, я опять хочу вернуться. У меня не было достаточно времени там ездить, потому что у меня заболела жена, ей надо было делать срочную операцию. Из-за этого она мне позвонила, и я срочно приехал домой. Я ничего не записывал, я только записал там, когда мы летали на вертолетах. Потом я даже хотел доехать до города Фэрбэнкс, мы до Фэрбэнкса не доехали. Мы доехали только до Нинильчика, до Николаевской, потом мы развернулись и поехали домой. А я вообще-то хотел доехать до города Dead Horse. Это уже самый крайний север, самая северная точка, до которой вы можете доехать в Аляске. Так что мы пропустили это, не знаю, как будет складываться мои планы. Наверное, мы сможем вам показать следующим летом. Дай бог здоровья, поедем опять через Канаду. Вот этот легендарный поворот, который я всегда пропускаю. Начались камушки. Но зато здесь сейчас откроется такая красота. И никого не будет, здесь никого нету. Если там, когда мы только что заезжали, там кто-то ездил на этих квадроциклах, а здесь никого нету. Ну, здесь может быть какой-то на велике проедет, на байке. Но это будет очень большая редкость. Красота просто ехать, никто тебе не мешает, ни впереди, ни сзади. И не жарко, хорошая погода. Сидишь, балдеешь. Сейчас найдем хорошее местечко. И заночуем прямо здесь.
Думаю, что для байкера это очень будет удобно здесь ехать. Можно задницу отбить. Это я тут сижу и я стравил колеса. У меня подвеска тоже мягкая. А так на байке, если здесь ехать, здесь можно точно почки все отбить. Ребят, нашли мы обалденный кампинг. Прямо на вершине горы. Смотрите, какой открывается вид здесь. Обалдеть. Я подожду, пока немножко солнце сойдет вниз. Наверное, сейчас что-то все сделаем покушать. И, наверное, я запущу дрон, потому что эту красоту надо показать. Так, приехали мы оттуда. Я только что новую резину себе купил. Это новая резина уже. Вторые колеса себе покупаю Микки Томпсон, Баха Босс. Они не МТ, они АТ-шки, All Terrain. Но они гибридные. Они для снега тоже. Из-за этого я так хочу уже доехать до снега. Когда будет Флагстаф и снег. Там я хочу попробовать, посмотреть, как эти колеса будут себя вести по заснеженной дороге. В прошлом году у меня не было никакого времени выехать зимой, потому что маленькая девочка у нас. Вот такие дела. Вот тут мы, ребята, завтра мы продолжаем наверх, а за этими вершинами уже начнется лес. Леса там такие большие, высокие деревья, сосны растут. Очень интересно. Уже кактусов не видно. Видно только вот эти кактусы маленькие. Они тоже это съедобные. Мексиканцы даже в магазине мексиканском их продают. Салаты делают. А вот этот торчащий куст, это называется юка-рут или дашин. Его можно варить. Он такой продолговатый, как картошка. Очень хороший, очень полезный.
Так, ребята, ветер вообще сейчас очень сильный. Я даже не знаю, что я буду готовить. Наверное, сделаем что-то по-быстренькому. Картошку с грибами. Картошка у нас есть. Грибы у нас есть. Наверное, все по-быстрому сделаю, потому что, блин, такая холодрыга. Да у меня даже еще и эти шримпы не разморозились. Ну его нафиг. Сейчас еще я буду их варить. Завтра утром сделаем шримпы. Приготовим все и скушаем, короче. Я устал, не хочу сейчас готовить. Сейчас просто все быстренько набросаю. И мы будем кушать, потому что мы вообще ничего не ели. Ребята, приготовили мы вот такие шримпы с картошкой. На улице немножко прохладно. Мы будем сейчас кушать. Я очень голодный. Перец хабанеро. Ой, дубль 2. А я не знаю, если я вот так приготовлю дома, оно не будет так вкусно, как на природе. I'm telling them if I cook the same thing in a house, Addison, it's not gonna taste like this. Самолет летит. Мы увидели человека, увидели живность. Somebody is alive here. Мне когда холодно, я могу эти перцы кушать как конфеты. Like candy. Ребятки, будем открывать палатку, потому что немножко начался дубак. Ну не такой дубак, но аризонский дубак, ребята. Даже в Канаде было, когда мы летом ездили в Аляску. В Аляске даже было холоднее, чем сейчас здесь летом. Вот таким. Вот так взял, открыл. 20 секунд, я не знаю, посчитайте сами. Да будет свет, сказал электрик и сам обрезал провода. Провода мы резать не будем, мы включим свет. Опа, ребятки, смотрите. В палатке у меня 3 разных режима света. Значит, есть белый. Если я буду 5 секунд держать, свет поменяется на желтый, оранжевый. Если буду держать еще, поменяется на красный. А вот так будет еще ярче, а вот так еще ярче. А вот так он выключится. Так что, опа, вот такие у нас дела. Обожаю эту палатку. Блин, тут мусор. Не люблю, когда мусор в палатке. Прямо как в своей постели. Я сплю очень удобно здесь. Даже лучше, чем где-то. Так, очень быстрый обзор, ребята. Здесь у меня специальные кармашки. Это в каждой Bush Company палатке есть. Кармашки. Здесь специальные кармашки. Я ложу сюда разные пакеты. Но это для воды, если жарко, да. Летом ложу сюда воду, очень удобно. У меня у жены в Элли Кабе нету такого. А тут у меня два этих USB порта. Anderson Connection. Anderson Connection. Здесь у меня, как у вас, как в машине Charger, но этот кабель идет сюда. Это для вентилятора летом. Вот. И тут с другой стороны то же самое. Тут у меня есть такие тоже кармашки. Такие у нас кармашки. Вот. Адисон здесь уже забыла носки, которые мы еще не можем постирать с Аляски. Вот такие дела. Очень мне нравится. Я сюда ложу книжки разные. Вот. Можно всякое, все, что хочешь ложить. Вот, ребята, у нас такой мешочек для обуви. Это только Алюкап. Мешки у меня Grand Teton называется. Нулевые, на 0 градусов. Они очень хорошие. Вот, и у Addison то же самое. Компания Teton. Grand Teton. Но если вы хотите, напишите в комментарии. Я сделаю обзор
всего джипа. Но тут... Addison, can you stand up? Встань. Can you stand up? People can see. Вон она, и 12 лет. Она встает. Вот. Lay down. So they can see how you're laying down. It's comfortable? Yeah. Удобно, говорит. Вот. И у нее еще сколько места. И я тоже так могу лечь. Но если хотите, ребята, как я сказал, я сделаю обзор. А мы будем смотреть Disneyland. Disney. What we're gonna watch today? Did you finish the Pirates in the Caribbean? Yeah. Is there a second one? Yeah. Мы вчера смотрели «Пираты Карибского моря». Адисон уснула, а я потом что-то спать не мог. До 2 ночи смотрел какие-то дебильные фильмы. Смотрите, какая красота на улице, ребята. Обалдеть. А за горами вообще, наверное, еще красивее. Там кактусы. Я бы сейчас там сделал хорошую фотку. Я забыл свой телефон. Послал Адисон на разведку. Пока еще не темно. Так, Адисон сейчас будет искать, какой фильм будем смотреть. Pirates of the Caribbean or what? Yeah. Пираты Карибского моря. But which one did we watch yesterday? The last one? I think we watched the Black Pearl. Черную жемчужину вчера смотрели. Ну, пока мы решим, что мы будем смотреть, у меня, наверное, камера сядет. Ладно, друзья, увидимся утром. Спокойной ночи всем. Завтра утром у нас будет очень длинный путь. Мы завтра будем делать почти... Я не знаю, сколько километров, сколько миль. Но это будет весь день. 8 часов. Так что увидимся завтра. Завтра будет обалденный день. Увидим изменение ландшафта. Дай бог, чтобы они не закрыли эту дорогу, чтобы мы выехали в город Пейсон. Так, ребята, 0 градусов на улице. Я проснулся, начал искать куртку для Адисон. Оказывается, мама ее не положила куртку. Купил я этот огонь, лава называется. Лава Бакс. Коробка с лавой. Когда был на экспо. На экспо для внедорожников в Флагстафе. В следующем году, каждый год в 2023, 2024 будет. Наверное, в конце мая. Всегда 17 мая. Мы пошли на экспо. А потом уже выехали в Аляску. Опа! Пошла жара. Вот так он выглядит, ребят. Это Lava Box. Американская компания ее делает. Прикольно под военную тематику. Я сам в армии служил, так что мне вот этот Dog Tags понравились. Оно как ammunition box для патронов. Прикольное. Нажимаешь, и появляется вода. Волшебным способом. Я сразу вспоминаю военную службу. Мы в Форт Наксе в Кентаки, минус 10, ледяной водой брился без...
О, ребята, вот так мы сейчас будем кушать. Вот такой у нас брекфаст. Я все туда набросал, пинат баттер набросал повидло, положил орешки. И вот так из чашечки мы будем кушать овсянку. Кашу. Сделал себе кофе. Addison, what are you having? Какао? Hot какао. Горячий шоколад. На природе всегда вкуснее, а дома я вот так овсянку. За компьютером там смотрю YouTube. Оно не то. Say something, Addison. What are you doing? Well, we're here camping in, what is it? The Arizona Back Discovery Road? Yeah. Is it? Yeah. And we're here at the fireplace eating some oatmeal. It's good oatmeal. Well, we're drinking some apple juice, and I have my hot chocolate, and my dad's drinking his coffee. What are you reading there? Where the Crawdads Sing. It's for my book project, which is due in like 4 weeks. And I really like this book. It's super entertaining. I'm already on chapter 4, and like, I just started reading it yesterday, and then I'm almost to chapter 5. So yeah, I'm having fun out here. Наконец-то мы поехали. Настроение олимпийское. Вот такие дела. Поехали. Какая здесь, ребята, красота. И сейчас как раз и ветра нету. Сейчас как запустим дрон. Как всегда, мы потерялись. Я начал смотреть, потому что здесь очень красиво. Мне надо было завернуть здесь направо, а мы поехали прямо. И заехали в эту трущобу, где пасутся коровы. Сейчас все в колеса в говне, короче. И все это будет лететь по джипу. Ой. Если я не потеряюсь, это не я. Зато я узнал, ну здесь эта дорога точно не для байкеров. Если байкер сюда приедет, тут будет очень трудно ехать, колесом нужно пробить.
местами каменистая. Сейчас дорога начала гладкая, так что мы довольно-таки быстро едем сейчас. 15-20 километров в час. Я думал, что это займет дольше, но оказывается не так и тяжело. Я даже забыл, как эта тропа выглядит, потому что мы здесь были давным-давно, где-то в 2019 или 2018, не знаю точно. Ребята, смотрите, какая здесь Аризона. Даже и не поверьте, если бы я, например, сделал бы видео и сказал, что я в Аризоне, люди бы сказали: да ну нафиг. Ты где-то в Колорадо, ты где-то в штате Вайоминг или в Айдахо. Нет, вот это Аризона. Проехали несколько километров, поднялись на 700 метров. И вот тебе нету никаких кактусов, а вот такие красивые деревья. И еще будет еще лучше. Там вообще красота. Особенно этот Моголан Рим, этот обрыв Магалана. Я его называю Mongolian. Mongolian or Mogolan? It's not Mongolian. Mogolan. Я не знаю, почему называют Моголан Рим. Но мы остановились покушать яблочки. Что-то проголодались. Вот такие дела. Адисон тоже голодная. Будем кушать зеленые яблоки. Так. Первый раз мы здесь останавливались в 2018 году, когда я купил джип. Первый раз, когда я купил этот джип, у меня ни палатки, ничего не было. Просто стаковый джип на 35 колесах у меня были Toyo RT. Мы тут остановились. Жена... У меня еще ребенка не было, София не родилась. Первый раз мы здесь, мы эту тропу проходили. Интересное дело. Тут всякие остатки костей. Они так и были 5 лет тому назад здесь. Поехали мы, ребята, покушали яблоко, а то мы с такими степами и до 10 ночи не закончим. Ну какой здесь воздух чистый, пахнет елями. Это просто высший сорт. Проехали мы сегодня эти 120 или 130 миль. Закончили дорогу, уже выехали к городу Пейсону, это уже конечная дорога здесь, ребята. Солнце очень яркое, много фермеров, было очень много коров на улице, так что я дрон не запускал, у нас какие-то проблемы начались с этим GoPro, как я вчера сказал. И сейчас мы уже закончили эту трассу, так что мы будем выезжать на главную дорогу. Сейчас мне надо еще накачать колеса. Решил накачать обратно колеса. Мы приехали сюда, где разводят форель, но они закрыты. Я думаю, что они уже закрылись, потому что там вот есть такой пруд. И можно... Берешь отсюда вудочку и ловишь форель. Вот этот маленький прудик, он полный форели. Они ее разводят, потом тут река течет. И они аж туда, в соленую реку, откуда мы выезжали. Так что сегодня не будем ловить рыбу, ребята. Вот такие дела. Ребят, на этом мы заканчиваем этот эпизод. Увидимся в следующий эпизод, когда мы отсюда уже будем ехать в город Флагстаф. Хотел порыбачить, но оказывается оно все закрыто. На веб-сайте пишут, что они открыты до 5 часов, сейчас 3:20, так что поедем мы домой. Все, до свидания, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся попозже. До свидания. Так, поехали мы, вот тут была авария.
Ну 100% обгонял кого-то, а другой не пропустил. There was a hazy day downtown LA when I met her on an elevator on its way up to the hotel room of my fiancée. But I never made it there, cause she come tearing through my life like a tornado, coming on hotter than a baked potato. She spin me around and see you later. Wanna hate her, but I love her instead. We caught the red eye to Dubai. She was blowing through my dough like it's going out of style. In general, I was a sensible guy, but that guy died when she come tearing through my life like a tornado, coming on hotter than a baked potato. She spin me around and see you later. Wanna hate her, but I love her instead. Go. Well, I lost my job and all of my money, most of my friends and half of my mind. So messed up, it's a little funny. And I thought for sure that she was mine. But now I'm alone, just trying to get right, picking up the pieces of my busted life. If she walked into this room tonight, I'd say, baby, won't you come tearing through my life like a tornado, coming on hotter than a baked potato. She spin me around and see you later. Wanna hate her, but I love her instead. I wanna hate her, but I love her instead. Ее заваливает все. Или оно туда еще идет. А, не. Тут смотрите, какие мошки.